Если я скажу Канзас-Сити, что вы себе представите? Так вот, смотрите, что такое Канзас-Сити. Но перед тем, как мы начнем с вами с самого начала, я хочу вас попросить поставить лайк, подписаться, и если вам хочется оставить комментарий, это было бы очень здорово. Итак, все началось с того, что мы остановились на перезарядку. Что такое перезарядка? Перезарядка – это обязательный отдых трак-драйвера, который должен длиться минимум 34 часа. В логбуке можно увидеть, сколько часов осталось до перерыва, сколько отработано за день и за цикл. После того, как в цикле проходит 70 часов, по закону водитель должен остановиться на перезарядку. В нашем случае до следующей перезарядки 50 часов 44 минуты. Мы остановились в городе, что не хорошо, не плохо, потому что чаще всего у тебя либо нет возможности посмотреть его, либо в городе нечего смотреть. Погуглили и решили, что мы идем в музей. Вызвали Uber, проехали 15 минут. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to meet. И вот мы на месте. Музей оказался совсем небольшим. 3 зала и кафе, которое тоже можно считать частью выставки. Because you don't know who you're going to meet. Самым запоминающимся оказался вот этот зал, который представляет собой перевернутый навес гор и долин, сделанный из 1000 подвешенных лампочек, которые отражают пульс посетителей. Ну что, вам понравилось музей современного искусства? Ладно, вопросы больше не задаем. Вот примерно у Лёши такое состояние, ему очень интересно. Кстати, хотела сказать, что сегодня 2 декабря. Как видите, я одета в теплую курточку, у нас идет снег и очень холодно. Извините. Рядом с музеем находится арт-университет. При нем есть студия скульптуры и студия анимации и иллюстрации. Недалеко был еще один музей, но в него мы решили не идти, а только сфоткаться с железным деревом и огромным валаном. Люди используют валаны, чтобы прятаться от солнца в декабре. Хочу, чтобы вы слышали этот звук зеленого цвета, то есть белого, как в случае. Вот это зеленый цвет.
А вот этот милейший ботанический сад был открыт в честь семьи филантропов Кафманов, в котором они похоронены. Сад разделен на 5 частей. Первая – аллея, которую я, конечно же, не сняла, но нашла фото. Вторая – зеленый сад с 8-угольным бассейном. Третья – оранжерея с очень ароматными цветами. Четвертое – партерный сад, в центре которого статуи танцуют джаз. И пятое – секретный сад для тихих размышлений. Дальше решили пойти вдоль реки Миссури до Country Club Plaza. Впервые в мире в этом торговом центре была построена парковка для покупателей. В 2018 году Плаза была включена в список 60 лучших мест мира по версии Project of Public Space. После того, как у меня сел телефон, мы пошли на Station Union. Раньше это место было вокзалом, сейчас же это вокзал, слэш рестораны, кафе, кинотеатры, по-моему, там есть даже музей. Зал, а пахнет, как будто в цирк ты зашел, и пахнет попкорном. А елка как в Киевском вокзале. Вот еще одна причуда американцев. Фортепиано, которое играет само по себе. То есть то, что я заканчивала училище, это уже не нужно. Вот. Фортепиано само играет. Музыканты нам не нужны. А поскольку Канзас-Сити славится джазом и барбекю, мы решили попробовать второе и нашли вкусное место. Сначала там была большая очередь, и мы решили поискать какое-то другое место, но местный житель нас отговорил, сказал, что это очень хороший признак того, что место хорошее. Поэтому мы дождались и не разочаровались. Это все я заказала для себя. Если что. Вот это американские порции. И это неправда. Это правда. Это family size на 2-3 человека. Стоит $42. С картошкой, с брокколи, есть еще одна картошка. И разные виды мяса. Ну ладно, все. Приятного аппетита. Be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, Все. but there's Всё. something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who